Приветствую, друзья! Примерно 2 года назад мы с вами рассмотрели довольно ловкий способ получить практически топовые беспроводные наушники с минимумом затрат. Я говорю о использовании обычных проводных наушников совместно с ТВС-модулями KZ-AZ09. Однако компания не забросила этот проект, а наоборот попыталась его немного улучшить. Так появились на свет новенькие AZ15, в которые встроили актуальный на сегодня чип от Qualcomm с поддержкой aptX-кодека, целых 3 режима производительности, а также увеличили время автономной работы до 54 часов, если считать вместе с кейсом. О них сегодня и поговорим. Собственно, поехали. Коробка смотрится солидно, на ней нам изобразили сами модули в кейсе, а на обратную сторону вынесли перечень технических характеристик. В комплект нам положили небольшую инструкцию и короткий Type-C кабель для зарядки. Наушники, конечно же, следует приобретать отдельно под собственные вкусы и предпочтения. К ним подойдут любые модели на вилочных QDC-коннекторах, а это все от брендов KZ, CCA, NF Audio и, например, TRN. Кто хотел себе планарные ТВС-наушники, теперь это вполне реально. Особенно радует, что стоят эти модули около 3000 рублей, то есть вполне доступно даже сверхэкономному меломану. По габаритам кейс довольно-таки крупный, с ярким индикаторным светодиодом, логотипом компании и Type-C портом сбоку. Внутри у него находятся 2 площадки подзаушины и ниша для размещения наушников. То есть достаточно подцепить к ним свои любимые наушники и пользоваться всем этим как обычными ТВС. Батарея внутри имеет солидную емкость в 800 мАч, что с учетом 6 часов работы на одном заряде дает рекордные 54 часа. Из кодеков же нам наконец завезли aptX, и помимо обычного игрового режима вдали еще и режим повышенной производительности. Из минусов для управления вам придется искать кнопку за своим ухом, поскольку именно там располагается основной блок модуля и там же находится индикаторный светодиод. Зато теперь эта часть выполнена в модном золотом оттенке. Кнопка приятно кликает и при одном нажатии ставит музыку на паузу, при двойном переключает композиции вперед-назад, а при тройном меняет режимы производительности. Правое ухо включает стандартные игровые режимы, а левое дает дополнительный прирост громкости, хотя ее и так, на мой вкус, с запасом. Я редко поднимал ее выше 50%. То есть усилитель в них установлен довольно-таки мощный, а значит раскачать планары от этого же бренда они вполне в состоянии. Вся конструкция гибкая и сверхлегкая, носится она исключительно заушной посадкой, и других коннекторов, кроме QDC, здесь не предусмотрено. Следовательно, ничего с MMCX или обычной вилочкой к ним не подойдет. Разве что через дополнительные переходники, таковые уже продаются на просторах AliExpress. Ну а как здесь работает микрофон, вы можете услышать прямо сейчас. Собственно, слушаем. Тестируем качество записи микрофонов беспроводных ТВС-модулей KZ-AZ15. Вот, собственно, так они записывают, и именно так вас будет слышать ваш собеседник при звонке. По эргономике AZ15 выше всяких похвал. У меня, если помните, было несколько модулей от TRN и те же AZ09. Так вот, новинка превзошла их все. Достаточно подключить свои любимые наушники, установить их на ухе, и все, можно наслаждаться любимой музыкой. В качестве спорного момента я бы отметил еще отсутствие защиты от воды, но это в принципе невозможно, так как наушники вы подбираете сами. Задержки здесь минимальные, то есть в них можно как в игры играть, так и смотреть кино. По связи все тоже безупречно, не было даже намека на разрывы или какие-нибудь заикания. Впрочем, другого от Knowledge Zenith я и не ожидал. Вот так это все, друзья, и выглядит. Измерять в них по сути нечего, да и играет связка ровно так, как звучат подключенные к ней наушники. Да, по проводу с дорогим усилителем можно получить еще больше, но среди ТВС это вот прямо вау. Уверен, для подавляющего числа меломанов такое решение будет намного лучше и удобнее карманного аудиоплеера из бюджетного сегмента. Я лично с огромным удовольствием погонял в них своих любимчиков KZ-ZAR и CCA CXS, и уверяю вас, даже флагманские
американские ТВС-наушники от серьезных брендов так не умеют. Звук сочный, энергичный, может, ему слегка недостает веса, однако по выразительности, драйву и мелодике вот прямо круто. Итогом беспроводные модули КЗ Z15 улучшили то, что уже работало отлично. Наконец-то мы получили aptX кодек и, чего даже я не ожидал, увеличение производительности в специальном режиме. В остальном это все те же удобные заушины в довольно просторном кейсе. Да, управлять придется из-за уха, здесь нет автопаузы, шумодава и защиты от воды, но по качеству звука это, пожалуй, лучшее, что можно найти в ТВС-сегменте. Просто берете динамические, планарные или гибридные наушники, подключаете к ним модули. Все будет работать. Шикарное решение. Добавить здесь, друзья, нечего. А на этом у меня все. Это были беспроводные модули КЗ Z15. Всем добра. Подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра.